Йоу, всем привет! Я купил кинообъектив Seven Artisan Spectrum 14 мм T2.9 на Авито за 25 тысяч рублей. Повторюсь, кинообъектив на Авито за 25 тысяч рублей. Я, кстати, сейчас на него снимаю, вот как он выглядит. Вау! Блин, на самом деле для 25 тысяч рублей выглядит достойно. Че, поставим обратно? Ну и короче, я решил устроить небольшой челлендж. Я написал своей знакомой Алене Фрумкум, попросил ее классно одеться, приехать вот на эту локацию. Взял с собой, конечно же, вот этот прекрасный объектив. И мы с ней прямо на площадке, без стабилизаторов, штативов и каких-либо вообще, в принципе, идей, просто фристайлом за 30 минут сняли классный рилс. Почему я вообще снимаю этот обзор? Дело в том, что я зарабатываю тем на жизнь, что снимаю видео. Это реклама, сниппеты, там иногда режиссирую клипы, иногда режиссирую рекламу, снимаю репортажки и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И в своей работе я просто обожаю широкоугольные объективы. Я постараюсь рассказать про этот объектив с точки зрения своих впечатлений, ощущений, демонстрации каких-либо кадров, вот, например, как сейчас, да. И еще, если тебе вдруг не нравятся там обзоры на объективы, да, или в принципе тебе эта тема не интересна, но ты хочешь со мной познакомиться, то я прошу тебя досмотреть этот ролик до конца, потому что я буду разговаривать не только про объектив, а в принципе про съемку, про то, нравится она мне или нет, философствовать на какие-то темы, там, рассуждения и так далее. Все дальше будет. Вот, как-то так. Так что оставайся, досмотри до конца, буду очень рад. Let's go, пробежимся по техническим характеристикам. Светосила T2.9. Full frame. Достаточно резкое изображение за свои деньги, да и в целом очень прикольная картинка такая, немножечко с характером. И что самое классное, задний фон, он размыт. Он размыт, и это очень киношно, это очень круто. Вы просто посмотрите, какой широкий угол. И без искажений. Это супер киношно выглядит. И ты можешь сидеть под прям максимально маленьком пространстве, и он практически все равно будет забирать прямо в объектив. Минимальная дистанция фокусировки составляет 30 сантиметров. Это дает возможность снимать объект достаточно близко, не теряя в масштабе, но мне бы хотелось еще ближе, чтобы прям можно было нырнуть глазом в объектив и прям чтобы он был в фокусе. Это было бы офигительно круто, но здесь так, к сожалению, не получится. И это для меня, если честно, минус. Вы спросите, есть ли недостатки этого объектива, да, я его так расхваливаю. Конечно, они есть, потому что, камон, 25 тысяч рублей Seven Artisans. И так все понятно. Во-первых, он весит 800 грамм, и это охренительно ощущается в руке. Вот. Он, конечно, вес это надежно и все такое, но, блин, 800 грамм все-таки это до хрена. Во-вторых, он ловит какой-то очень странный засвет при некоторых ракурсах, демонстрирую сейчас на экране, что мне, если честно, не особо нравится и картинку портит для меня. Я бы не хотел, чтобы такое происходило, но sorry. Фокусное кольцо на близких расстояниях не всегда точное, на самом-то деле. Вот, то есть нужно постараться, присмотреться, приглядеться, прям вот за фокусом следить хорошенько. Ну и естественно, у объектива нету никакой стабилизации. То есть, если ты собираешься вот ходить вот так и разговаривать, не жди, что будет какая-то стабилизация, ее не будет. Но из-за того, что кадр широкий, такая вот у меня схема света стоит. Из-за того, что у нас, точнее, оптика широкая, да, то есть это какая-то тряска будет нивелироваться из-за широкого угла. Зачем тебе вообще нужен этот объектив? Начнем с того, что он доступный, 25 тысяч рублей. И что самое главное, он способен расшевелить твое творческое начало, потому что если ты снимал на какие-то классические фокусные расстояния раньше, постоянно, да, там типа 24 мм, 50 мм, 35 мм, то вот эти 14 миллиметров, они вот дадут тебе вот тот самый стилечек, дадут тебе тот самый пинок, когда ты будешь бегать по квартире, вот когда ты его купишь, я так делал реально, и снимать вот каждую штучку, каждый уголочек, потому что вау, тебе будет очень нравиться это изображение. Кстати, что насчет рилса? Получилось классно, мне очень понравилось. Повторюсь, я тестил этот объектив впервые как раз таки на этой съемке, просто купил его и поехал сразу снимать. Результат мне очень понравился, можете посмотреть. Слова ты вспомнишь мои, если только приедешь и увидишь хоть раз лучший город земли.
Вот такой вот фэшн-ролик у нас получился. Кстати, если мы уже заговорили про фэшн, то мне кажется, что он вообще не может существовать без широкого угла. В своих работах я, в принципе, вообще обожаю вот эту вот эстетику грязную, когда вот шумная картинка, тряска какая-то киношная, классная. И мне кажется, вся вот эта вот всратость какая-то, она придает картинке и видосу вообще, в принципе, какую-то аутентичность. Он становится какой-то интересный, живой. Конечно же, все в меру нужно добавлять, не нужно использовать глич в 2025 году. Это я не к тому. Вот. Все должно быть очень уместно. И, конечно, в коммерции очень сложно продать такое изображение, да, потому что слишком стильное, но в своих каких-то творческих проектах я обожаю такое использовать. Это мне очень сильно нравится. И когда вот есть возможность достать свой ширик 8-миллиметровый или теперь 14-миллиметровый, я теперь всегда это буду делать. Я очень люблю режиссеров, которые делают из камеры еще одного персонажа фильма. Условного там Йоргос Лантимос или там тот же самый Тарантино. Они все это прекрасно умеют делать. И ширики в этом смысле просто золото. Они могут нарушить привычные пропорции кадра или усилить эмоции, или вообще, например, помогает показать внутренний мир персонажа через окружение. Один из фильмов, который меня реально потряс, «Падшие ангелы» Вонга Кар-вая. Вот он почти весь снят на ширик. Атмосфера, как будто ты внутри чужого сна. Прям доказательство, что оптика может быть частью истории. Поэтому, если будет возможность снять какой-то странный, но живой кадр, я обязательно это сделаю. Я уже 5 лет пытался завести этот YouTube-канал, и каждый раз спотыкался только на одном. Я всегда хочу выдрочить идеально картинку. Я всегда хочу продумать супер крутую концепцию канала, чтобы прям вот стрельнуло. И это было супер большой ошибкой, потому что я целых 5 лет не мог этого сделать. Вот лучше сделать всрато, быстро, но вот с душой и вот сделать, да, и попробовать нащупать свой какой-то формат, свой стиль, нежели не делать этого. Вот, поэтому первый видос у меня был влог, который сейчас набрал уже 12 тысяч просмотров. Я безумно этому рад вообще. Первый ролик на ютубе, 12 тысяч просмотров. Вау, столько комментариев. Очень рад. Второй ролик, вот обзор объектива. Короче, буду снимать свою жизнь, буду снимать все, что происходит в ней. Поэтому ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам обзор этого объектива вообще. Может быть, у вас есть какое-то мнение насчет этого, что это полное дерьмище, и мне вообще стоит забыть про Seven Artisans, потому что, ну, камон, 25 тысяч кинообъектив, такого не может быть. Пожалуйста, поддержите этот видос, да, своим каким-то вниманием, лайком, комментарием, еще чем-то, потому что это продвигает ролики в топ, а мне бы очень хотелось, чтобы они продвигались, потому что это будет мотивировать меня снимать дальше. Вот, как-то так. Всем спасибо, всем пока, был рад с вами поболтать.